Представьте, одна крупная студия в прошлом объявила дату, а за ней потянулась вторая и пошла цепная реакция. Переносы, отложенные из-за пандемии проекты, внезапные решения издателей успеть в праздничный сезон, забастовки, сломавшие производственные графики и банальная жадность. Все эти факторы сложились так, что теперь десятки AAA проектов столкнулись лбами и дышат друг другу в затылок. Сегодня мы наблюдаем не просто конкуренцию, мы видим, как целые экосистемы разработок столкнулись. Кто-то неизбежно вылетит с радаров, а кто-то выжмет все из этой ситуации. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Обычно в эти месяцы мы выбираем одну, максимум две игры и проходим их до Нового года. Но только не в этот раз. Посмотрите на календарь 2026 года. Это не расписание релизов, это какой-то пиздец. Еще в августе кажется, что впереди затишье. Но как только наступает осень, бум! Знакомые названия, громкие франшизы, долгожданные сиквелы, которые мы ждали годами. Все они вдруг решили выйти в одно и то же время. И глядя на все это безумие, невольно задаешься одними и теми же вопросами. А что здесь происходит? Почему так много игр? Это осенний шторм. Осень 2026 года превратилась в самое плотное игровое окно за последние несколько лет. Всем привет! Я Алик. Это канал Альчена. Я занимаюсь игровой индустрией уже очень много лет. И сегодня мы разбираем то самое календарное безумие, о котором шепчутся абсолютно все игроки. Ту самую осень, которая оставит без зарплат и свободного времени даже самых хладнокровных из нас. Ну что, давайте нырнем в этот осенний шторм. Узнаем, что за игры нас ожидают этой осенью и поговорим, почему так сложилось. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quit, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. Better move, you might get knocked out, knocked out. Better move, you might get knocked out, knocked out. Давайте не будем делать вид, что не видим слона в комнате. GTA 6. Скажем честно, на фоне этого монстра любой другой релиз выглядит либо смельчаком, либо самоубийцей. Именно GTA 6 способна обрушить все продажи своим конкурентам, которые захотят стать с ней в одну дату. По сути, весь остальной календарь превращается в борьбу за второе место, и все издатели это очень прекрасно понимают. Весь рынок сейчас живет ожиданиями выхода этого проекта, поскольку один лишь его выход влияет на судьбы миллионов других проектов, и обойти его стороной мы просто не имеем права. Вкратце, официальная дата выхода на консолях 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Друзья, давайте без фанатизма. Я сам понимаю все плюсы ПК-платформы, но когда речь заходит о GTA 6, вы просто не можете ничем парировать. Да, признаю, на ПК вы купите ее дешевле или, может, вообще за бесплатно. Да, признаю, графика там будет просто сногсшибательной. Но это GTA 6. Ребят, я не хочу выглядеть тупым фанатиком этой франшизы, но мое искреннее желание попросить вас купить PlayStation 5 или хотя бы Xbox Series X. И да, ребят, после прошлого выпуска я бы все же хотел бы обозначить свою позицию, потому что я уверен, что после прошлого выпуска большинство людей закрепило в своей голове мысль, что я плохо отношусь к Xbox, но это в корне не так. Я искренне рад, что Xbox существует и что он составляет конкуренцию Sony. Просто из-за руководства Microsoft все поколение PlayStation 5 Xbox давала заднюю. А после появления Аши Шармы надежда появилась. Ситуация изменилась. В том числе дальше в ролике вы увидите причины камбэка. По поводу GTA 6. Ну да.
Выйдет она сразу в двух экземплярах. Первое издание за $80. Хочу сразу выразить им огромный респект, поскольку вся игровая индустрия ждала, что они поставят ценник в $100, и я знаю, что фанаты это спокойно бы съели. А второе издание за $100 как раз таки, куда входит оружие, косметика, скины и дополнительный контент. Многие сейчас живут ожиданиями GTA 6, и это абсолютно нормально. Некоторые блогеры даже заявили, что не будут ничего проходить до релиза GTA 6. Но я бы хотел сказать, что не стоит жить ожиданиями, и в конце видео я раскрою эту тему поподробнее. Первым и очень крупным проектом, на мой взгляд, это Росомаха от Insomniac Games, которая выйдет 15 сентября этого года. Я очень жду эту игру, и она будет как раз таки тем проектом, который я пройду перед выходом GTA 6. Самым ожидаемым проектом для меня сейчас является именно Wolverine. И, кстати, когда я ее пройду, я обязательно сделаю на нее обзор. Поскольку я неимоверно большой фанат Росомахи и Людей Икс в целом. Мой любимый актер это Хью Джекман, и я обожаю этого персонажа. Еще в детстве я проходил игру X-Men Origins Wolverine, и она оставила во мне очень сильный след. Я помню, как я проходил эту игру с большим удовольствием, и как Хью Джекман подарил нам всем экранную версию Росомахи. Это было незабываемо. Поэтому от грядущей игры я жду сильных впечатлений. Когда разработчики сказали, что игра будет линейной, а не открытым миром, я обрадовался вдвойне. Потому что адски устал от бескрайних карт, бессмысленных вышек и бесконечных маркеров. Я на 100% заявляю, для современного новичка, да и чего уж мелочиться, для профессионального игрока индустрия катастрофически перенасытилась открытыми мирами. Они превратились в рутинный шаблон, который душит живой геймплей. Поэтому еще раз говорю, я адски рад, что Росомаха будет именно линейной игрой, где каждое мгновение будет поставлено режиссерски и без пустого наполнителя. А теперь давайте вернемся к началу осени. 3 сентября выйдет The Blood of Dawn Walker на всех актуальных платформах. С моей стороны были мысли побыстро ее попытаться пройти перед выходом Wolverine. Но все же мне хочется насладиться игрой, а не в спешке ее проходить. Чем же зацепил этот проект? В первую очередь тем, что разработчиками являются выходцами из CD Projekt Red, в том числе гейм-директором Ведьмака 3 и Киберпанка 2077 Конрад Томашкович. Действие разворачивается в XIV веке в вымышленной долине Валь-Сангорра в Карпатах. Мир охвачен хаосом из-за войн и пандемии чумы. Чем и воспользовались вампиры, установившие свой режим. Главный герой – Коуэн. Днем он человек, а ночью пробуждаются его вампирские способности. Его главная задача – спасти свою семью. И вот тут интересная фича. На то, чтобы спасти свою семью, у главного героя есть 30 дней, и получается, нас ждет нелинейный сюжет. Очень интересно, как разработчики это обыграют. Следующий у нас на очереди Dune Awakening. И я сразу хочу сделать важный нюанс. Это не выход полноценной игры, а всего лишь консольной версии. Сама по себе Dune Awakening увидела свет на ПК еще в 2025 году. И уже тогда разработчики, насколько я помню,
официально обещали, что попозже игра доберется и до консолей. Честно говоря, изначально я вообще сомневался, стоит ли вставлять эту игру в этот выпуск, так как игра вышла еще в прошлом году, и весь информационный шум вокруг нее полностью стих. Однако сейчас проект снова начали активно рекламировать, причем делается это далеко не случайно. Все дело в том, что параллельно маркетинговая машина целенаправленно подогревает интерес фанатов и не только этой великой вселенной. К грядущей премьере третьего фильма Дэни Вильнёва, которая выйдет к концу этого года. Именно поэтому появление консольной версии именно сейчас, а не в другие числа, поскольку это лишь подогрев к кинофраншизе. Если говорить о геймплее в двух словах, то это многопользовательская выживальная игра, где ты создаешь своего персонажа, выбираешь один из доступных классов и прокачиваешь уникальные навыки. Основа игрового процесса – классическое выживание в суровом мире, где нужно добывать ресурсы, строить убежище, следить за уровнем воды и избегать смертоносных песчаных бурь. При этом ты можешь контактировать с другими игроками, можно объединяться в гильдии, торговать или сражаться. Но самое крутое здесь – это по-настоящему динамичный мир. Ландшафт меняется под воздействием ветров и катаклизмов, а гигантские песчаные черви появляются и по-настоящему пугают, реагируя на твои движения по открытой пустыне. Однако Dune Awakening ни сейчас, ни на старте не стала популярной игрой. И, к сожалению, меня она тоже не зацепила. Этой осенью поклонников жанра ждет еще один релиз – Silent Hill Townfall. И игры, и игровые адаптации держат планку на хорошем уровне. Однако игры все же держат планку чуть выше. Недавно я прошел Silent Hill 2 ремейк, и это без преувеличения шедевр. Он ощущается не просто как локация, а как сложная материя, сотканная из параллелей, личных ассоциаций и психологических травм. К сожалению, я пропустил выход Silent Hill F, о которой, скажем, немало говорили. В частности, что проект отошел от привычной концепции и перенес действие в Японию. Уверен, эксперимент вышел очень любопытным. Теперь же впереди Townfall. И это звучит как еще одна интересная глава в истории этой культовой серии. Честно говоря, мне кажется, что именно вид от первого лица способен вдохнуть в серию новую жизнь. Он делает ужас более живым, но меня преследуют две мысли. Первое, что по сути новый Silent Hill не будет сильно отличаться от прошлых. В основе снова головоломки и блуждания в поисках кат-сцен. Ни в коем случае не говорю, что это плохо. Отсюда плавно вытекает вторая мысль. Townfall вряд ли сможет привлечь внимание игроков или хотя бы приблизиться к таким же продажам, как и Silent Hill F. Обилие осенних релизов сейчас и правда пугает. Кажется, каждую неделю выходит по крупному проекту, и уследить за всем просто невозможно. Именно поэтому страшно, что такая камерная и атмосферная часть рискует утонуть в игровом шуме. Конечно, эта часть обязательно найдет свою аудиторию, а я лишь буду молиться, чтобы она не потерялась среди всех громких имен. И обязательно после восторженных отзывов я вернусь к ней с удвоенным интересом уже в следующем году.
Следующая игра тоже является продолжением своей франшизы. Уже франшизы. Куда ни посмотри, везде вокруг продолжения, сиквелы, триквелы, приквелы. Ну, в принципе, было логично, что Control Resonant не заставит себя долго ждать после успеха первой части. Первая часть нехило так пошумела в свое время. Все еще вспоминаю, как большое количество людей нахваливало физику первой части. Remedy всегда имели свой стиль в играх. Правда, несмотря на крутой геймплей, поначалу у игры были очень нехорошие отзывы. Далеко не всякое железо могло нормально ее потянуть. Даже на PS4 Pro наблюдались проблемы. Я сам пробовал пройти Control на своей прошке и сполна прочувствовал проблемы оптимизации этой игры. Поэтому дождался выхода на 5-й и прошел ее там. Что касается Control Resonant, это прямое продолжение, но уже с другим главным героем, братом главной героини предыдущей части. Помню, как говорили, что первая часть делалась на очень скромный бюджет, но я уверен, что после успеха сиквел лишился этой проблемы. По трейлеру уже понятно, что геймплей поменялся. Акцент теперь на боевке, а не на шутерной механике, как было в прошлой игре. И как обычно, трейлер завораживал своей красотой. Я Дерзко в нашу осеннюю королевскую битву врывается еще один тяжеловес. Capcom со своей анимуша Way of the Sword. Спросите, почему дерзко? Да потому что Capcom за этот год нехило так разошлись. Помимо того, что они выпускают DLC к своим новым релизам, так они еще и все время делают дополнительный контент для своих тайтлов. Только вдумайтесь, за начало этого года Capcom уже выпустили мрачный Resident Evil Requiem, охотничью порцию Monster Hunter и фантастическую Прагмату. То есть к началу этого года они уже показали неплохой результат, но Capcom явно подумала, а почему бы не навести суеты и не вклиниться в драку за звание призера этой осени? GTA явно вне этой конкуренции. Японский гигант достает из рукава одну из своих карт в виде возрождения легендарной серии Анимуша. Забавно, я слежу за игровой индустрией уже очень много лет, но впервые слышу про франшизу Анимуша от Capcom. Видимо, они ее забросили когда-то. Что же можно интересного сказать про нее? Как минимум то, что в нее обязательно нужно поиграть. Увидев трейлер и геймплей, мне показалось, что скелетом она похожа на Ghost of Tsushima от Sony. И это как минимум уже заставляет меня пройти ее в обязательном порядке. Насколько сильно Анимуша сможет выделиться среди всех остальных конкурентов, уже узнаем этой осенью. Октябрь открывается очень любопытным инди-хоррором от студии Sections 9 Interactive. Я сам питаю огромную слабость к инди-играм и уверяю вас, что на этот проект стоит обратить внимание. Люди, основавшие Sections 9 Interactive, раньше работали в Tarsier Studios, той самой команде, что подарила нам первые две части Little Nightmares, а позже трудилась над Reanimal. Кстати, я ее уже прошел и с удовольствием сделал бы на нее обзор. Если вы не против, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. И поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка для меня очень важна.
Просто представьте, какой багаж опыта и художественного вкуса стоит за этим названием End of Abyss. По трейлеру уже понятно, атмосфера здесь льется настоящим потом. End of Abyss — это мрачно-научно-фантастический хоррор с элементами выживания и метроидваний. Геймплейно каких-то сверхъестественных открытий ждать не стоит. Мы бродим по локациям, уворачиваемся, отстреливаемся из огнестрела от габаритных монстров. В целом классика жанра. Но именно за неповторимое атмосферное оформление мы и любим разработчиков из Starseer Studios. Их умение сгущать воздух, давить саунд-дизайном и создавать живые, пробирающие до мурашек локации – вот главный козырь, и я уверен в высоком качестве этого тайтла. Хотел бы добавить в конце, что End of Abyss похож на смесь Dead Space и Little Nightmares. Следующий на подлете Ace Combat 8. Прямой наследник серии, и, судя по всему, градус красоты снова зашкаливает. Давайте будем честны, не только ради кинематографичной картинки и ракетных залпов фанаты любят эту серию. Эта кинематографичная постановка, сцены выглядят так, будто голливудский блокбастер внезапно дали порулить геймдизайнерам. Но есть нюанс, который в этот раз перетянул одеяло на себя. Вот этот нюанс. Она сходу очаровала своей неземной красотой и буквально влетела в сердечко половине фанбазы. Можно сколько угодно задаваться вопросом. Это что за хуйня? Откуда в суровом симуляторе управления боевым истребителем взяться милой девочке? Ответ прост. Bandai Namco. Конечно, многие эксперты скажут, что это не аутентично, что настоящий пилот не красит волосы в цвет сакуры. Но давайте откровенно. Кого это ебет, когда у тебя на экране вот такая вайфу? На горизонте уже маячит Valor Mortis. На первый взгляд это ничем не примечательный проект от разработчиков Ghost Runner, но стоит копнуть чуть глубже и просыпается живой интерес. Сеттинг альтернативной Восточной Европы 19 века, где затянувшиеся наполеоновские войны обернулись настоящей катастрофой и породили сверхъестественную чуму. Визуально игра выглядит просто потрясно. А главная боевая система, разнообразие арсенала, способности и битвы с боссами обещают сочный и драйвовый геймплей. Чувствуется, что ставка сделана на динамику и зрелищность. Изначально релиз был назначен на 24 сентября. Но издатели трезво оценили конкуренцию и поняли, что в такой мясорубке проект может затеряться. Просим прощения за технические неполадки. К сожалению, вчера у нас разрядились петлички, поэтому пришлось перенести съемки на следующий день. На чем же мы остановились? Нынешняя ситуация требует от игр не только хорошести. Крепкий геймплей и визуал – это уже базовый минимум, который сам по себе не гарантирует успеха. Нужен тот самый неуловимый крючок, яркая искра, способная пробить информационный шум и вырвать игрока из лап десятков других проектов. Поэтому перенос этой игры на октябрь меня очень сильно радует. Я уверен, что ей достаточно будет времени на полировку, да и плюсом она сможет легче продышаться среди всех конкурентов. Определенно, это темная лошадка среди всех релизов, и поэтому я буду более пристально за ней наблюдать и следить, чтобы вернуться к ней с более удвоенным интересом.
Когда наступит Хэллоуин, по небольшой скидке можно будет приобрести 2 хоррора, балансирующих на грани безумия. И первый из них «Восставший из ада». Survival horror от первого лица, который разрабатывается силами Cyber Interactive совместно с Boss Team Games. Свежий трейлер не просто бодрый, он зубодробительный, словно в его основу легла ДНК новой части Doom. Бешеный темп, море разрушений и противники, разлетающиеся на куски. Но главная геймплейная изюминка – магический артефакт. Легендарная шкатулка-головоломка, которая служит не только ключом к продвижению, но и смертоносным инструментом в бою. Она будет разрывать ткань реальности, помогая решать загадки и жестоко расправляться с теми, кто встанет на пути. Визитная карточка этой игры – ее запредельная жестокость. Готовьтесь, на экране будет литься кровь рекой. Здесь натурально поданы сцены с расчлененкой и насилием. Кроме того, она без стеснения погружается в совсем мрачные воды. В кадре мелькают эстетика БДСМ, употребление наркотиков и алкоголя, а также провокационные сцены сексуального характера. Сюжетные фрагменты затрагивают темы самоубийства и домашнего насилия. Вообще не понимаю, как этой игры дали добро на то, чтобы ей выйти. Кстати, все это сделано на основе культового фильма «Восставший из ада». Поэтому эту игру мы точно ждем. Второй хоррор на нашем праздничном столе – Кронус Лазарус, дополнение к игре Кронус The New Dawn. Сами разработчики отмечают, что дополнение заметно отличается по темпу от основной игры. Если оригинальная Кронус The New Dawn делала ставку на методичное тактическое выживание и давящую атмосферу страха, то Лазарус переключает скорость. Здесь разработчики намеренно уходят от хоррора и переключают темп на динамичные и агрессивные сражения. Главные особенности дополнения – это новый протагонист и охотник, который неотступно будет преследовать вас всю игру. Phantom Blade Zero – проект, который называют Souls-like за счет визуального стиля, боссов и интерфейса. Сами разработчики настоятельно просят не сравнивать их игру с представителем этого жанра. Им гораздо ближе аналогия с Devil May Cry, поскольку Phantom Blade Zero можно будет выбирать уровень сложности. А это уже серьезный отход от хардкорной формулы Souls. Тем не менее, у меня появилось дикое желание поиграть в Phantom Blade Zero после просмотра трейлера. Ну вы только посмотрите на это! Во-первых, очевидное разнообразие боссов обещает быть по-настоящему интересным. Во-вторых, сеттинг игры крайне необычный. Здесь вас ждет Китай эпохи династии Мин, боевые искусства, стимпанк и оккультизм. Признаться честно, такого сочетания, по-моему, не было нигде. Поэтому ждем-с. Xbox встает с колен! Я думаю, фанаты Xbox возрадовались недавним новостям. Во время презентации игр Аша Шарма заявила о возвращении политики эксклюзивности и показала проекты, которые ждут нас в будущем. И первым крупным эксклюзивом будет Gears of War E-Day. Конечно, его все еще можно будет пройти на ПК, но его нельзя будет пройти на PlayStation, и я этому очень рад. Ребята, все мы тут понимаем, если огромные корпорации соревнуются в том, кто из них лучше, то делают они это ради нас, геймеров. Понятно, у них своя выгода.
Они хотят трясти с нас деньги, как это делала Sony в период практически всего поколения PlayStation 5, когда Xbox перестал составлять конкуренцию. Но сейчас все возвращается. За эту серию игр я вообще не шарю и ни в одну из частей не играл, но вот первый раз захотел. Как раз события игры вроде как разворачиваются в самом начале истории. Выйдет же Gears of War 6 октября, и я ее жду. Не знаю, конечно, как новую часть Call of Duty будут встречать в нашей Раше, но такое ощущение, что как будто бы за границей она снова выстрелит. Что могу сказать про новую часть Call of Duty? Да, в принципе, ничего. Шевцов и так уже много чего сказал. Типа, ну, выйдет новая часть. Как будто, знаете, фанаты Call of Duty вот просто стоят такие, ну, выйдет новая колда. Ну да, круто. В следующем году еще одна выйдет. Короче, выйдет новая Call of Duty. А что произошло-то? Почему осень 2026 года превратилась в идеальный шторм для наших кошельков? Это будут без преувеличения самые громкие релизы осени. Настоящий шквал, который ждет нас, чтобы забрать у нас личную жизнь. Игр не просто много, почти все они на 100% обещают быть шикарными. Глядя на этот плотный график, невольно задаешься вопросом, были ли у нас похожие случаи, которые отсылают нас к этой же ситуации. На моей памяти был 2023 год. В тот год нас порадовали вторым Человеком-пауком, второй Alan Wake, Assassin's Creed Mirage и дополнение Cyberpunk. Серьезная заявка, но куда сильнее хочется вспомнить 2018 год. Тогда нас порадовали Человеком-пауком, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey и, по-моему, спорный Battlefield 5. Но, кстати, в тот год вышел ведь еще и RDR 2 от Rockstar. На самом деле 2018 год был мощным годом целиком. God of War, Detroit Become Human, Kingdom Come, 4-я Forza Horizon и многие другие. Но 2026 год бьет одним ударом. Алло, мы просто не успеваем пройти это все. Все понимают, что игры могут остаться без должного внимания, но их все равно издатели и разработчики выпускают именно в осень. Так почему же они это делают? Причины, которые лежат на поверхности, были упомянуты в самом начале. Если говорить конкретнее, то кроме банального осенью все начинают сидеть дома, есть три ключевых фактора. Первый – это распродажи. Черная пятница и новогодние скидки нехило так поднимают продажи всем разработчикам. И каждый из них хочет откусить большой кусок от этого пирога. И плюсом под Новый год всегда появляется настроение купить какую-нибудь игру себе или же своему другу. Второй – это гонка The Game Awards. Банальное попадание в эту ежегодную премию уже поднимает нехило буст всем продажам. И релизы, которые выходят к концу года, сильнее бросаются жюри и зрителям, которые любят играть в игры. И третий – это миф о мертвом лете. Традиционно разработчики думают, что летний сезон мертв. Отчасти это так, но лишь потому, что они искусственно собираются в других временах года. То есть, если бы хоть кто-нибудь из тяжеловесов перенес бы свой релиз на лето, а не на осень, то он бы тоже заработал весьма неплохие продажи. Но это лишь были факты, которые являются ежегодной проблемой. Также присутствует несколько совпадений, которые привели к такой взрывной ситуации. И этих совпадений тоже три. Первое совпадение – эффект долгостроя после пандемии и усложнения инструментов. Пик пандемии пришелся на 2020 и 2021 годы. Именно в те года закладывались производственные планы на игры 2026 года. Удаленная работа серьезно сломала планы захвата движений, оркестровая запись музыки, живая совместная работа художников. Все это замедлилось в разы. К этому добавился массовый переход на более сложные движки по типу Unreal Engine 5. Сроки неумолимо сдвигались вправо, и как раз таки финишная прямая зафиксировалась именно на этот год.
Второе совпадение – созревание технических амбиций. К 2026 году уже было понятно, что одной хорошей графики недостаточно. Игры соревнуются в передовых системах разрушения, сложнейшем искусственном интеллекте и фотореалистичной анимации лиц. Разработчики сознательно брали больше времени, чтобы выйти с технологиями, которые продадут игру на фоне конкурентов. И третье, самое весомое совпадение – это выход GTA 6. Именно этот релиз стал тем самым камнем, который вызвал лавину осеннего шторма. Анонс и закрепленная дата новой части GTA заставили сдвинуться с насиженных дат практически все остальные крупные релизы. Все начали экстренно искать новые окна, в результате чего мы и получили этот невероятно плотный график, где шедевры идут буквально косяком, не оставляя нам ни единого шанса на передышку. Если честно, вся конкретная эта суета по поводу GTA 6 конкретно мне мозги компостирует. В начале ролика я сказал, что есть кое-какие мысли, которыми я бы хотел поделиться с вами. Так вот, слушайте. Игровая индустрия невероятно волнуется перед выходом GTA 6. И дело не только идет о геймерах. Разработчики волнуются ничуть не меньше. GTA 6 – это не очередной гигант. Это амбассадор игровой индустрии, который двигает ее вперед и задает стандарты. Все стараются равняться на него, будто бы Криштиану Роналду или Месси из мира футбола. It's time to go, Messi. Фигура такого же масштаба, на которую молятся миллионы, но которая в то же время остается человеком. Одним лишь своим выходом GTA 6 начинает влиять на игровую индустрию. Она может поднять среднее ценообразование или же вернуть в игры тех, кто когда-то про них забыл. В этом ее главная сила. Разница между GTA и другими играми в том, что когда она выходит, об этом узнает весь мир. Даже те, кто вообще не знает ничего про игры. Вдруг слышат, что вышла новая часть GTA. Это культурное событие планетарного масштаба. Но несмотря на все это, есть огромный процент того, что на выходе она нас разочарует. Сами подумайте, GTA 6 подает большие надежды. А подает она их из-за огромного кредита доверия. Этот кредит доверия копился годами, особенно после астрономического успеха RDR 2 и GTA 5. Но боюсь, что на выходе мы сильно разочаруемся. Мы сами создали вот эту картину в голове, что, мол, все будет прекрасно и все будет хорошо, когда она выйдет. А по итогу сильно разочаруемся. Вспомните Киберпанк. Я ни капли не сомневаюсь. GTA 6 будет визуально шикарной. Она будет финансово успешной и невероятно обсуждаемой. Это факты. Но не нужно забывать, что все мы люди, и неудача может коснуться даже самых лучших. Иконы тоже оступаются, и это нормально. Я хочу, чтобы разработчики прекратили бояться релиза GTA 6 как какого-то апокалипсиса, а фанаты прекратили строить вокруг нее нечеловеческих ожиданий. Я надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным. И хотел бы попросить вас прямо, распространяйте это видео всем своим друзьям и близким, чтобы они тоже не жили ожиданиями, а просто ждали хорошие игры. Берегите себя.